Здравствуйте, самые лучшие в мире зрители. Меня зовут Полина. Царь Кощей над златом чахнет, а лоскутницы и рачительные хозяйки собирают кромки от тканей. Захотелось поработать? Ляг, поспи, и все пройдет. Без работы тяжело, но мы трудностей не боимся. Но жизнь рукодельницы будем облегчать. У меня есть клеевой флизелин, самый простой, недорогой. Он жесткий и плотный, клеится сухим утюгом. Ширина его 90 сантиметров. Нарежем полоски шириной 15 сантиметров. Потом разделим их пополам, и получаются детали 45 на 15 сантиметров. Наметим угол 45 градусов. На флизелин начинаем нашивать наши кромки под углом 45 градусов. У кромок одна сторона более плотная, фабричная, она не осыпается. При шитье кромки отрезают, потому что они более плотные, а после стирки могут сесть и испортить вид готового изделия. А здесь все полотно собирается из кромок. Они проклеиваются с флизелином. И, конечно, шить из кромок надо такое изделие, которое вы не будете часто стирать. Кромки нашиваем сразу на полоски флизелина. Экономим время и нитки. После того, как отшили часть заготовок, их отрезаем, и можно сразу же подровнять, ориентируясь на края клеевой основы. Так шьем и шьем, заполняя все пространство. В последнее время я работала с цветными тканями, и кромки у меня яркие и нарядные. Хочется немного продлить лето и тепло. Все, хватит ерундой заниматься, надо деньги зарабатывать, пробормотал волшебник, раскрашивая свою волшебную палочку в черно-белые полоски. Вы помните, что кромки нашивала на клеевой флизелин, а сейчас как раз пришло время воспользоваться этим преимуществом. Тщательно проутюживаем все заготовки. После этого берем ножницы и подравниваем края. Заготовки получились шириной 15 сантиметров, длиной 45 сантиметров. Размечаем их и разрезаем. Получаются квадраты размером 15 на 15 сантиметров. Они очень яркие и нарядные. Складываем из этих квадратов узор. Так случайно совпало, что у меня очень активный оранжевый цвет. Сделаем на нем основной акцент. После того, как собрали узор, приступаем к сборке полотна. Прошивать будем вертикальными рядами. Очень хорошо, что заготовку складывала на съемной столешнице, которую собирала из кусков ламината. Ее можно легко сдвинуть и освободить место для швейной машинки. Детали первого и второго вертикального ряда сшиваем между собой гирляндой, нитки не обрываем. После этого заготовку разворачиваем, и можно присоединять детали третьего ряда. Так собираем полотно. Все у нас держится на швах. После того, как все прошили, обязательно тщательно разутюживаем все швы. При этом следите за направлением, в которое вы заглаживаете швы. В верхнем ряду это будет в одну сторону, а в нижнем в другую. Самое главное, чтобы в местах стыков деталей не было толстых соединений, а образовывались замочки. Сшиваем все полотно по горизонтали. Все детали у нас одного размера, швы на месте, все соединения автоматически совпадают. Готовим сэндвич. Укладываем ткань для обратной стороны, потом синтепон, а сверху красивую лоскутную часть. Что-то мне жалко стало брать большой целый кусок синтепона. Я уложила рядом несколько мелких. Помните, что все слои сэндвича должны быть больше лоскутной части на 5 или 10 сантиметров со всех сторон.
Все слои тщательно закалываем булавочками для квилтинга. Они немного изогнутые, очень крепкие и острые. Работать ими гораздо удобнее, чем простыми английскими булавками. Если жизнь полосатая, то становитесь на белую полосу и идите вдоль. При простегивании надо, чтобы полотно лежало на одной плоскости с игольной пластиной. Воспользуемся специальным приставным столиком, который я сделала самостоятельно. Полотно получилось не очень большое. И стягать будем просто, в шов. В нашей заготовке очень много цветных пятен, которые задают свой геометрический рисунок. Поэтому стежку сделаем максимально простой. Прошьем по основным швам и еще сделаем строчку посередине каждого квадрата. Это дополнительно закрепит полоски кромки, чтобы наше изделие не расползлось по швам в процессе эксплуатации. При стежке шов ведем сверху вниз. По мере необходимости убираем булавки. Свободный конец полотна сворачиваем плотной трубочкой. Когда дошли до конца детали, нитки обрываем и опять начинаем с верхнего края. После того, как сделали все вертикальные швы, расшьем заготовку и по горизонтали. Прошиваем также в шов. Полотно у нас небольшое, скалывали его часто, лежит ровно. Стежка получилась очень хорошо, без наплывов. И вся заготовка разделена на ровные небольшие квадраты. Сейчас покажу небольшой секрет, как можно обработать край лоскутного изделия без использования бейки. Очень аккуратно, чтобы не повредить нижнюю ткань, подрезаем и убираем выступающий синтепон. Потом остается только подогнуть нижнюю ткань на лицевую сторону и прошить на швейной машинке. При этом способе шитье идет гораздо быстрее и легче. Пусть кто-то скажет, что по правилам надо все отрезать, а потом делать окантовку отдельно. Им надо, пусть так и делают, а мы облегчим свой труд. Помните, что чем меньше срезов, тем крепче изделие. Смотрю, что получилось, душа радуется. Даже и не знаю, что интереснее и что больше захватывает в таком шитье. Сам процесс или полученный результат, или гордость от того, что из совершенно ненужных обрезков, которые выбрасывают или ими подвязывают помидоры, получилась вещица, радующая взгляд. Мы все девочки, практически, и нам надо знать, для чего мы шьем. В последнее время мои коврики-сидушки находят приют в машинах. Скоро зима, грянут морозы, и поверьте, гораздо комфортнее сидеть в автомобиле на таком коврике. Конечно, такое изделие не обязательно шить именно из кромок. Можно собирать из полосок ткани. Когда накоплю полосок, поработаем с ними, а специально резать хорошую ткань не могу. Рука не поднимается. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!